Сашка рос в детском доме, а до этого был дом ребенка, дом малютки или как его там. Сашка до школы и не знал, что есть другие дома, где живут и взрослые, и дети, и все это называется семья. Курить Сашка попробовал в 1 классе. Дружок Леха принес чинарик, который подобрал где-то у старшеклассников. Они только по разу и затянулись. Леха ничего, только закашлялся. А Сашку так рвало, что Леха перепугался. Хотел вызвать медсестру тетю Люсю, но Сашка запретил. Ничего, отлежался на травке, отдышался. С тех пор больше никогда не пробовал курить, даже от дыма его воротило. А в 3 классе тот же Леха принес откуда-то недопитую бутылку вина. Видно, у старших стащил, пока не видели. Тут уж не обошлось. И тетю Люсю вызывали, и в больницу Сашка попал. Что в детдоме было, это ему уже потом рассказали. И проверки были, и выговоры воспитатели получили, а директору вообще было предложено уйти с этой работы. Да и что это за директор? Толстый, одышливый, в лицо никого не знал, только пробы в столовой снимал, да газеты читал в кабинете. До самих же детей дела ему никакого не было. Зато в больнице, где Сашка лежал, доктор хороший был, Иван Семенович. Вот он ему и сказал: «Ну, повезло тебе, парень, полнейшая аллергия на алкоголь, не сопьешься, стало быть. И на сигареты тоже это, аллергия». Хотел добавить Сашка, но от чего-то не добавил. А в детском доме грянули перемены. Директорша теперь была не сильно молодая тихая тетка. В смысле, не кричала ни на кого. Зато ремонт затеяла. Все и носилось с этим ремонтом. Вечерами собрания устраивала. Все были. И воспитатели, и завхоз, и столовская тетя Маша, и старшеклассники. Даже младших приглашали совет держать. Как спальни устроить, чтобы всем удобно было. Как стены выкрасить, чтобы так мрачно не было. Что в пищеблоке? Она так и говорила. Пищеблок. Столовка, значит. Изменить. Как ее, столовку эту, украсить? Что в комнату отдыха купить? Телевизор? Или будем спонсоров на компьютер напрягать? Спонсоров где-то нашла. Вот ведь. И всех помогать просила. Кто на что способен, конечно. А через год и правда все преобразилось. Сашке после школы даже домой идти хотелось. В детский дом, значит. Чисто стало, светло. Стены все картинами расписаны. Где море шумит, где травка на лужке зеленеет. Одно омрачало. Возле Сашкиной спальни, где они теперь только вчетвером жили, а не по 16 человек, лес нарисовали. И в лесу том белки по деревьям скакали. И были те белки почти все рыжие, как Сашка. Лешка дразнился, и тогда Сашка вместо того, чтобы больно стукнуть его по носу, говорил: «А вон ты ходишь, вдалеке». И правда, вдалеке под деревом что-то искала медведица, а может и сам медведь, только возле него был маленький медвежонок. Лешка, плотный и неповоротливый, похожий на этого самого медвежонка, сразу лез в драку и, конечно, получал от Сашки, потому что Сашка, хотя и был тонкий и юркий, но сильный, с Лехой не сравнить. И еще в детском доме завелись свежие новости. Их всех сфотографировали и сделали такие большие альбомы, где про каждого было написано, когда родился, какие способности. Сначала даже не поняли, зачем. А только стали в детский дом приезжать разные дядьки и тетки, выбирать себе ребенка в семью. Вот им сначала альбомы и показывали. Но старших почти никто и не выбирал. И когда приезжали очередные тетки с дядьками, старшие уходили на заднее крыльцо, нервно покуривали. Втихаря, конечно, потому что курить новая директорша запретила настрого. И посмеивались. Им тоже хотелось семью, но кто их возьмет-то, таких оглоблей? Всем хотелось маленького. Вот и выбирали больше из первоклассников и подготовишек, тех, кто только в школу собирался.
Сашка тоже уходил в свою комнату и сидел там тихо. Кто его выберет, рыжего и лопоухого? Лучше не высовываться. Зато Леха шел в комнату отдыха и сразу садился к компьютеру, если тот был свободен, или к телевизору, и до тех пор щелкал пультом, пока не выбирал умную передачу и сидел с серьезным видом, вроде как все понимает. Надеялся. Однажды Сашку позвали в кабинет директора. Он нехотя закрыл книжку про Гарри Поттера и поплелся к директорше. «Все равно не понравлюсь», — хмуро думал он. «Кому он нужен такой? Рыжий, некрасивый. Они все больше хорошеньких выбирают. Не ходить, что ли?» Он резко повернулся, решив спрятаться где-нибудь в кухне у тети Маши, но неожиданно столкнулся с новой воспитательницей, Натальей Сергеевной. Она ничего, хорошая была, не вредная. «Ты куда, Найденов?» — спросила Наталья Сергеевна. «Тебя обыскались прямо. На тебя хотят люди посмотреть. Может быть, потенциальные родители». «Что на меня смотреть? Что я, рубль золотой?» — ответил Сашка, заметив для себя новое слово «потенциальные». Спросить бы, что это еще такое. «Ну, не рубль, а золотой», — рассмеялась Наталья Сергеевна, которую они за глаза называли просто Золушкой, за распущенные длинные волосы. «Пойдем скорее, тебя ждут». Она втолкнула его в приемную директора, сказала «Я сейчас» и упорхнула. Сашка присел на стул, там их много стояло, и стал ждать. Дверь в директорский кабинет была слегка приоткрыта, но Сашка сначала не слушал. А чего там слушать? Ерунду всякую. Ему стало скучно. Повертев головой, Сашка увидел стол секретаря Любаши с компьютером и разными папками. Закрытый стеллаж с чем-то, наверное, страшно секретным, раз на замок закрыт. Ключ-то правда торчит. Забыла, что ли? Больше рассматривать было нечего. Из-за двери слышались голоса. Все больше дядька говорил. Слышно было плохо, отрывочно. Второй брак. Первый распался. Не знал ничего. Случайно узнал. Бросила на скамейке. Искали с женой. Вот. Нет, альбома не надо. За дверью послышались шаги, и в приемную вышла директорша Ольга Павловна. «Да вот он, сидит себе. Заходи, Саша, мы тебя уже заждались». Сашка робко вошел в небольшой кабинет директорши. У старого директора кабинет был большой и какой-то тусклый. А здесь цветов-то цветов, и диванчики маленькие, кресла какие-то. На одном из диванчиков они и сидели. Тетка эта и с ней дядька. Сашка посмотрел на них в упор. «Ну что, мол, нравлюсь?» И оторопел. Дядька был рыжий-рыжий, рыжие кудри. У Сашки тоже такие же, рыжие, но он специально стригся почти наголо, чтобы меньше дразнили. Веснушки по всему лицу и вообще что-то знакомое было в этом дядьке. Женщина тоже была рыжеватой, но не сильно и без веснушек. Сашке ее лицо понравилось, особенно, когда она как-то растерянно улыбнулась и изумленно сказала: «Даже зеркала не надо. Вот оно, отражение». Мужчина смотрел на Сашку, не отводя глаз. Сашке показалось, что он, этот рыжий дядька, боится заплакать. Вот и молчит. Наконец дядька откашлялся и деревянно сказал: «Саша, ты прости меня, что я так поздно тебя нашел. Ты мой, понимаешь, Сашка? Сынок мой». «Наш», — мягко поправила женщина. «Он ведь и рисует. Знаете, мы его работы даже на конкурс отправляли», — вмешалась директорша. «Рисуешь?» «Конечно, а как же? Я ведь тоже художник». Дядька мялся и явно не знал, о чем говорить с Сашкой. Тогда Сашка сам спросил: «А семья-то у вас большая?» «Семья-то? Вот мы с мамой, 2 дочки и, если ты к нам захочешь». «Дочки большие? Дерутся? Дразниться будут?»
Дочки-то, рассмеялась женщина. Одна моложе тебя на 2 года, а вторая крошечная совсем. Рыжие? Деловито спросил Сашка. Да у нас все рыжие. Уже весело сказал дядька. Да не дядька получается, а отец, что ли? Сашка еще подумал для вида, посмотрел в пол, в потолок и решительно кивнул головой. Подойдет. Он поднял глаза, посмотрел на них, будущих своих родителей, и неожиданно широко улыбнулся. Но прошли еще долгие месяцы, пока были, наконец, оформлены все документы. Сашка каждые выходные теперь бывал в своей семье. Он сразу так и решил. Моя семья. Ему там нравилось. Наташка, старшая из сестер, когда он первый раз появился у них, робко подошла и спросила. «За косы будешь дергать?» Сашка посмотрел на ее толстые золотистые косы и сказал. «Не, зачем красоту портить?» Ответ художника, хмыкнул отец. А младшая, Анютка, еще ничего не спрашивала. Она только улыбалась. Сашке беззубым ртом пускала пузыри и крепко-крепко ухватила его за палец. Волос у нее еще не было, только рыжеватый пушок. По субботам они с отцом ходили в гараж, перебирали старую «Волгу». «Вот, отремонтируем, будем на этюды с тобой ездить, на природу», – мечтал отец. А пока они ездили по воскресеньям на ближайшую станцию электричкой и рисовали лес, деревушку с церковью, колодец, кур, копошащихся в песке. «У Сашки талант», — говорил дома восхищенно отец. «Скоро меня переплюнет». «Вот и будете оформлять мои книжки», — улыбнулась мать. Матерью Сашка ее, правда, ни разу еще не называл, а отца уже. Как-то в лесу увидел огромный гриб и закричал. «Пап, смотри какой! Во вымахал!» Нечаянно крикнулась, а все легче стало теперь отцом-то называть. А как ее называть, он не знал. К лету документы были все оформлены. За Сашкой приехали все, вся его семья, на отремонтированной фырчащей «Волге». Весь детдом высыпал его провожать. Ну, те, у кого родные были, уже разъехались, а те, кто в лагерь собирался, вот те и вышли. И нянечки все, и воспитатели, и директриса, конечно, и ребята. Леха стоял насупившись. «Приходить-то будешь?» – буркнул хмуро. «А к тебе можно?» Сашка обернулся. Надо же у отца спросить. Но рядом почему-то оказалась она. «Можно, мам?» – спросил Сашка краснея. Она обняла его одной рукой и ответила сразу всем. «Да, конечно, ребята, приходите, мы только рады будем». Они уходили к своей «Волге». Отец держал на руках Анютку, норовившуюся вцепиться в его рыжие кудри. Впереди бежала Наташка, а Сашка так и шел за руку с матерью. Конечно же, с матерью. С мамой. У самой машины он обернулся. Вслед им молчаливо смотрели взрослые и небольшая группа ребят. И каждый думал о чем-то своем. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.